Биткоин пробивает очередные хаи. Когда я записываю ролик, цена уже примерно 90 тысяч долларов. Сколько? Я сделаю обобщенную информацию по моей стратегии инвестирования. Обсудим модель Stock to Flow и почему биткоин может стоить 400 тысяч долларов, эфир 20 тысяч долларов и Solana 1600 долларов. Будет интересно, поехали. Сразу оговоримся, что все то, что я говорю здесь в этом ролике, это не финансовая рекомендация, это лишь мое мнение. Вы можете с ним согласиться или нет, послушать, принять во внимание, сделать свои выводы и принимать решения самостоятельно. Я в рынке с 2017 года, с самого начала этого года, то есть я застал полностью цикл и 2017 года, и 2021 года. Поэтому у меня уже накопился опыт, и я сформировал свою стратегию. И моя основная стратегия, которая принесла мне больше всего прибыли, заключается в торговле макроциклами. Эта стратегия основывается на модели Stock to Flow. Возможно, вы видели в Твиттере аналитик Plan B, который это все придумал, показал. Я заинтересовался этой моделью и следил за ней. Модель на самом деле очень проста в понимании, особенно для новичков, которые не хотят вчитываться в глубину, а могут просто на картинке посмотреть на расчетную модель, какие там есть точечки, о которых мы сейчас поговорим, и принять в соответствии с этим свое решение. Если говорить простым языком, то эта модель основывается на том, что товар будет находиться в дефиците, а спрос на него будет расти. И это замечательно подходит под биткоин. Далее там есть коэффициенты, которые подставляются в формулу для расчетов предсказаний цены биткоина, и строится математическая модель. Дальше на график наносятся точки реальной цены в текущий момент времени, и мы видим, есть линия прогнозируемой модели и есть цена, которая сейчас. Так как у биткоина каждые 4 года происходят халвинги, то, соответственно, добывать его становится все сложнее, но при этом все больше людей узнает про биткоин, интересуется им, хочет его приобрести, покупает с рынка, поэтому все больше и больше людей хочет биткоин, а биткоин добыть все сложнее. Отсюда и складывается такая дефляционная модель, и цена биткоина идет вверх. Итак, для того, чтобы хорошо заработать, используя эту модель, нужно использовать следующее. Первое. Мы покупаем крипту, а именно биткоин на нее рассчитан, в момент, когда темно-синяя точка. В последний раз это как раз было около 15-20 тысяч долларов, была темно-синяя точка. Но это для терпеливых, потому что полноценный булран, до него еще с этого момента не скоро. Поэтому тот, кто не хочет ждать и терпеть, может просто пропускать в этот момент рынок, не глядеть на него вообще, не прикасаться к крипте. Но когда модель покажет ярко-красную точку, это прям точка выхода перед булраном. Как раз сейчас вот такое происходит. Далее, когда мы купили крипту на красной точке, мы просто ждем, когда у нас будет 3-4 икса. Обычно это случается, когда модель приходит в оранжевую, ярко-оранжевую точку. В этот момент мы вынимаем из рынка все вложенное. Соответственно, в рынке у нас остаются еще приличные деньги. Далее мы ждем, когда будут ярко-зеленые точки, и на этих точках мы выходим полностью. Все. Примерно вы получаете прибыль x10, x20. Но для этого нужно терпение. То есть вы должны совершить несколько простых действий, но у людей с психологией немного бывает сложно. Ну как? Потому что вам нужно сначала купить актив и просто долго ждать и ничего не делать. Самое сложное, наверное, в рынке — это ничего не делать. Когда вы вышли, после того, как совершилась зеленая точка, и вы вышли с рынка, зафиксировали прибыль, обязательно ее пустите в реальную жизнь. И не нужно больше смотреть в ближайшее время на крипторынок, потому что начнется очередная медвежка. И на этой медвежке уже будет гораздо сложнее зарабатывать. Все, вы вышли и ждете, когда в следующий раз модель покажет темно-синюю точку, либо ярко-красную точку, такую, которая перед булраном, для того, чтобы повторить все это. Соответственно, примерно раз в 4 года мы заходим в крипту, и также раз в 4 года вынимаем из крипты приличный кэш. Надеюсь, здесь все просто и понятно. Коротко, синяя точка, красная точка мы покупаем, оранжевая точка забираем вложенное, зеленая точка фиксируемся. Все. Несколько простых действий, и у вас приумножение капитала. У меня в закрепе в телеграм-канале всегда есть информация по модели Stock to Flow, поэтому подпишитесь на канал и можете периодически заходить, смотреть, переходить по ссылке на эту саму модель и смотреть, какие там сейчас точки и что нужно делать. Цена биткоина улетела сейчас вверх,
Всем интересно наверняка, куда это все прилетит. Я у себя делал опрос в телеграм-канале и, в принципе, спрашивал у экспертов и вообще у того, кто что думает, по какой цене будет в итоге финал этого булрана. И большинство сходится во мнении, что это будет диапазон от 100 до 150 тысяч долларов. На мой взгляд, это очень консервативно. Такая консервативная оценка, она понятна, потому что каждый цикл, вроде как биткоин меньше двигается, но в этом цикле у нас появились ETF, причем ETF сделаны очень хитро. Если там цена биткоина сейчас 90 тысяч долларов, то цена на ETF это 50 долларов примерно. Поэтому человек не видит много нулей и берет по 50 долларов эти ETF, хотя там внутри заложена цена на биткоин по 90 тысяч. Это чисто для психологии сделано. Так вот, этот инструмент сейчас появился, и множество американцев, и тем, кто подключен к американскому рынку, все эти люди захотят купить себе биткоин, хранить его, потому что они видят, как он растет в цене. Лучшая реклама для крипты – это зеленые свечи. Но все-таки цена 100-150 я считаю слишком консервативно. Это очень маленькая цена для биткоина. Если даже взять модель Stock to Flow и с консервативными коэффициентами рассчитать стоимость, то вы увидите, что цена расчетная примерно 440 тысяч долларов. Сейчас на экране вы видите эти расчеты, можете поставить на паузу, посмотреть, как такая цена получилась. Да, это лишь математическая модель, и даже я, когда говорю эти цифры, мне немного в это не верится. Из этого всего для себя я сделал вывод, что цена биткоина, именно ХАИ, в 2025 году в конце или в начале 2026 будет примерно в диапазоне 250-450 тысяч долларов. В биткоин по ноль я не верю, считаю это каким-то бредом сумасшедшего, лишенного здравого смысла, потому что все-таки биткоин пришел в нашу жизнь, он уже интегрирован в финансовую систему, и на какой ноль он не пойдет. Наоборот, все больше людей будет заходить в этот инструмент, и цена будет повышаться. У доллара есть инфляция, у биткоина дефляция. Чисто математически биткоин не пойдет на ноль. Окей, с биткоином разобрались. А что же с альткоинами, с альтсезоном? Перейдем сначала к эфиру. Эфир, как крупнейшая вторая криптовалюта, крупнейший альткоин с большой капитализацией, считаю, что он также сделает иксы, и цена его будет в конце цикла 15-20 тысяч долларов. Это вполне себе реалистичная цена. Мне многие так говорят, что ну кто будет пользоваться этим эфиром, если у него там цена за газ бешеная, там комиссии будут бешеные при такой стоимости. Но вы не забывайте, что наделали кучу L2 решений. L2 решения, L3 решения. Чем они занимаются? По сути, они просто агрегируют множество блоков для того, чтобы впихнуть в один блок эфира. То есть все равно в самом низу находится основной эфир. И даже если вы пользуетесь просто какими-то DeFi приложениями или приложениями, где как-то скрыта крипта и есть L2 решение, так или иначе она задействует эфир. А пользователей крипты становится все больше и больше, и эфир также будет все больше использоваться. Там тоже есть небольшая такая дефляционная модель, которая, ну, совсем чуть-чуть дефляционная на Proof of Stake. Но при этом, думаю, из-за того, что придет большое количество пользователей, плюс увидит, что биткоин улетел за 100 плюс, отличная реклама, а что еще такого подобрать? И, конечно же, выбор падает на эфир. У эфира также есть ETF, поэтому народ пойдет и на ETF покупать, и просто с рынка выкупать эфир. Так как много эфира стейкается, эфир используется, цена также пойдет вверх. Но тут надо еще отметить, что альтсезон, который вот говорят, что идет перелив из биткоина в альту, вот в это я не верю, потому что зачем BlackRock'у тому же переливать что-то в альту? Они набирают себе там биткоин просто большими сумками. И зачем им это все куда-то переливать? Нет, просто придет новая ликвидность в рынок, которые будут скупать альты. То есть прибежит ритейл, увидит, что там биткоин, эфир дорогой, и начнет закупать все подряд, что есть, на те деньги, что они нашли у себя в кармане. И это будет просто приток новой ликвидности в альты, но не перелив из биткоина в альткоины. И таким образом на графике доминации, да, вы увидите, что доминация биткоина может упасть, но при этом это просто пришли новые деньги напрямую в альткоины без перелива. Подытожим, эфир 15-20 тысяч долларов. По такому диапазону я его жду. Считаю вполне реалистичным. И следующий альткоин, который на слуху, это Solana. Solana это как король мемов. Мемы на Solana постоянно штампуются. Сделана была площадка PalmFun.
мемы запускаются ситуативно, образуются всякие культы, об этом чуть позже поговорим. Но в целом этот блокчейн используется конечным ритейлом для веселых мемов. И он используется очень активно. Это такая своеобразная лутка. То есть все туда заходят в поисках мемов, которые сделают много тысяч иксов и позволят полноценно изменить жизнь. И действительно, ведь куча мемов появляется, которые дают просто бешеное количество иксов. Вспомните, недавно выходил там «Мои мем год». Или недавно появился мем, который с белка, орешек называется, Пенат. Он сделал тоже сколько иксов, где-то там 500 иксов, если вы вовремя зашли. Конечно, за всем этим не уследишь, и есть элемент удачи, но тем не менее это случается, люди это видят, люди ищут что-то новенькое, что происходит, появляются постоянно ситуативные мемы, и блокчейн Solana используется. Используется конкретно вот для этих целей. Такой вот у нас веселый блокчейн, который будет использоваться все больше и больше. Что касается цены Solana, я думаю, она примерно повторяет движение эфира, и в этом цикле готов увидеть ее по цене в диапазоне 1400-1600 долларов. Сейчас кажется, что это очень прилично, но в целом, если мы возьмем, что биткоин у нас уже 400 тысяч, эфир у нас 20 тысяч, почему Solana не быть 1600 долларов? Итак, мы уже обсудили биткоин 400 тысяч, эфир 20 тысяч, Solana 1600 долларов. Ну а что с альткоинами, другими альткоинами, когда же альтсезон, закупились все этими старкнетами, ну как, не все, конечно, но многие, и сидят сейчас в просадке и только немножко, так сказать, отскамливаются от дна. Ранее я уже собирал портфель среднего риска в момент, когда произошел халвинг. После халвинга я сел и собрал примерный портфель среднего риска, в который вложил все актуальные тренды. Тренды это такие сейчас, как мемы, РВА, L2, фундаментал и дексы. То есть, в принципе, это основное направление, на которое стоит обратить внимание. Можно найти монетки в каждом таком тренде, собрать портфель, и это будет такой средневзвешенный, умеренный портфель. Ссылку в описании я на этот портфель оставляю, он уже давно болтается. Там в описании портфеля также написана стратегия, по которой он будет фиксироваться в плюс или в убыток. Сейчас на данный момент вроде как этот портфель примерно так же по той точке входа, как я заходил, примерно столько же он и стоит. То есть было в моменте, что после халвинга, когда он был набран, он пошел вниз. Сейчас он с низов поднялся и вернулся к точке входа. Но этот портфель это лишь пример, это не мой личный портфель. Мой личный портфель другой. Я его веду и показываю только в приватке, поэтому те, кто в приватке, они все знают и следят, на что я делаю ставку, тоже знают, и он отличается от этого портфеля. Но портфель среднего риска вы можете просто расценивать как шаблон. То есть примерно как направление для новичков посмотреть, какие примерно монетки можно взять для того, чтобы получить профит. Профит я обычно закладываю консервативно x10 на цикл. То есть это примерно за 1,5-2 года. Здесь нет быстрых иксов, это не лудилка, куда-то там закинул в какой-то мем, он сразу там заиксовался, ты вывел. Нет, это более классические такие инвестирования, хотя там и есть там один мем в портфеле. Так что всем, кому интересно, что это за портфель, переходите, смотрите портфель среднего риска просто как шаблон. Я также за ним буду следить, и когда он придет к точкам, где нужно будет его фиксануть, об этом обязательно расскажу у себя в Телеграм-канале и на YouTube-канале. Следите также за моими каналами. Что касается трендов, я перечислял тренды, которые были в портфеле среднего риска, но основное, на что делаю ставку я, это сектор искусственного интеллекта и мемы. Искусственный интеллект это более обширно, чем крипта. Вы в целом, наверное, заметили, что сейчас искусственный интеллект все внедряется и внедряется, все больше каких-то ассистентов, все больше помощников. Чат GPT творит чудеса, рисуются картинки, делаются видео. Все это используется, и все это будет также улучшаться и развиваться и дальше. И крипта, она просто подстроится под этот общий тренд, поэтому то, что новое, связанное с этим сектором, также будет хорошо, думаю, чувствовать себя и в крипте. Есть такой проект, например, как BitTensor, вот на него стоит обратить внимание, почитайте. У меня даже был когда-то ролик, про него рассказывал более подробно, кому интересно, можете найти на моем канале. И вот как раз-таки я делаю ставки на эти два направления и на них сосредоточен. А L2 у меня в портфеле, в личном портфеле, вообще нет.
Ну а что касается мемов, то, думаю, всем стало уже очевидно, что именно они дают самую большую доходность, но здесь также есть и риски. Мемы — это как ICO в 2017 году примерно. Запускается куча мемов, что-то из них взлетает, что-то скамится практически прям сразу. Здесь нужно проявлять осторожность, использовать хорошие инструменты. Например, я вот использую AlphaDex. Это специальный такой инструмент внутри Телеграма, где вы можете, во-первых, найти уже отфильтрованные мемы, те, которые не скам, те, которые уже имеют капитализацию, посмотреть, какие там киты сидят, всю аналитику по мемам достать, изучить и уже принять решение. То есть она вам упрощает поиск. И также еще в этом инструменте есть лимитные ордера. То есть вы можете на своем обычном кошельке, который не на Цексе, а именно ваш кошель, как там Trust Wallet, тот же самый, вы можете на нем прям торговать лимитными ордерами. Еще там есть более умные альфа-ордера, но, думаю, обзор про этот сервис я сделаю отдельно, потому что действительно удобная штука. А пока просто перейдите, попробуйте, посмотрите, как это все работает. Но окей, бычий рынок сейчас начинается, мы сейчас заходим в рынок. Кстати, я зашел в рынок в августе этого года, и у себя в личном портфеле я вижу рост примерно 60% сейчас к депу, что считаю уже неплохо. Но какая же стратегия по фиксации? У меня стратегия довольно простая. Я жду 3-4 икса, забираю вложенные. Потом я жду по таймингу и по модели Stock to Flow, когда наступят зеленые точки и примерное время. То есть примерно где-то декабрь 2025, январь 2026, вот где-то в этом промежутке, скорее всего, и появятся эти зеленые точки, когда нужно будет фиксануть. Я фиксирую прям сразу все, то есть весь портфель просто под ноль. Беру, срезаю и все, достаю профит с рынка. Такой вот у меня подход. Неважно, какие там цены, если какая-то монета не улетела до нужных целей, ничего страшного. Главное, чтобы в комплексе, если портфель уже там сделал x10 на вложение, то это уже отличный результат. В прошлом цикле получилось x20, на хаях было x40 вообще, то есть, а зафиксил я x20. То есть это тоже реализованная прибыль всегда отличается от нереализованной. Поэтому иногда можете увидеть у вас просто безумный какой-то баланс. Фиксируйтесь, потому что жадность тоже ни к чему хорошему не приведет. У некоторых есть стратегия фиксироваться лесенкой, тоже вполне себе годная стратегия, но я ее не придерживаюсь. Я вот зашел в рынок, в моменте что-то ребалансирую в портфеле и дальше просто выхожу с рынка. Первая фиксация, я достаю все вложенное и, возможно, даже чуть-чуть профита сверху. И дальше уже полностью выхожу с рынка и на медвежке уже ничего не делаю, просто жду следующую синюю точку по модели Stock to Flow. По стратегии, думаю, все понятно, а сейчас больше даже хочу обратиться к новичкам, которые есть на моем канале, смотрят меня, следят за мной. Будьте предельно осторожны, не заводите крупные суммы на централизованные биржи. Храните все на своих кошельках, используйте Trust Wallet, там, Phantom, еще какие-то кошельки, которых MetaMask тот же самый. То есть используйте кошельки, где ключи только у вас. Если у вас крупные суммы, вы можете взять еще холодное хранение. Это там Ledger, Tangem, какие-то такие кошельки на флешках, самые популярные. Но не храните много средств на централизованных биржах. Потому что в любой момент вам могут заблокировать аккаунт. Или вы не сможете туда зайти и будете нервничать. Потом вас могут попросить предоставить там кучу документов, чтобы деньги свои достать. Также еще очень важный момент. Никогда не вкладывайте кредитные деньги. Кредит, долг там, не продавайте квартиры, чтобы закладывать там это все в крипту. Нет, конечно же, сейчас рынок дает возможности для тех, кто понимает, что делает. Но при этом, ну, не нужно пороть горячку. Не нужно вкладывать не свои, тем более деньги в крипту. Крипта — это все-таки высокий риск. То, что мы сейчас тут рассчитываем, какие приятные могут быть цены, они могут и не быть. И представьте, что если все улетит на ноль, у вас обнулится депозит, и что вы будете делать? Поэтому если у вас есть какая-то работа, не бросайте ее сразу. Если у вас есть поток входящих денег, на который вы спокойно живете, продолжайте так жить, пока свободный капитал приумножается. И это будет самый правильный подход, который позволит вам сохранить и психику, и деньги. Еще момент: сейчас появится очень много мошенников, которые так или иначе будут разными способами пытаться вас соскамить. Обязательно проверяйте ссылки, не переходите по каким-то левым ссылкам на устройствах, где у вас есть кошельки.
потому что все у вас могут украсть. Будьте очень внимательны. Все, что касается денег, особенно приличных сумм, храните все там на отдельных устройствах. Очень много участилось таких атак, когда вам кидают всякие фишинговые ссылки или ссылки, где сразу загружается вирус, а у вас не было антивируса, и все. У вас украли все ваши деньги, и вам будет очень обидно. Также, если вы сохраняете сид-фразу, не сохраняйте ее в виде фотографии внутри телефона, потому что есть такие сканеры, которые вирусы проникают в ваш телефон, и они распознают все, что написано на фотографиях, и также могут распознать вашу сид-фразу. Поэтому так тоже не храните свою сид-фразу. Ну и если вам предлагают забрать ваши деньги в управление, тоже не рекомендую соглашаться, куда-то отправлять деньги, чтобы ими управляли. В большинстве случаев, особенно для новичков, это будут мошенники, которые будут забирать ваши деньги, а потом кормить завтраками. То есть в момент бычьего рынка они что-то вам будут там, может даже вычислять какие-то, начислять вам выплаты, но при этом тело депозита вам не отдадут ни при каких условиях. А когда бычий рынок закончится, они скажут, ну там все просто ликвиднулось, и все. И вы будете искать этих людей и страдать. Поэтому не ведитесь на такое, лучше пусть средства будут у вас. Надеюсь, эти советы помогут вам, и вы не попадетесь в лапы мошенников и не потеряете средства. Еще важный момент — критически относиться ко всей информации. Используйте множество источников информации. Смотрите одного блогера, второго, третьего. Один говорит одно, другой другое. В этом всем, конечно, можно запутаться, но в целом вектор мыслей вы можете найти такой, который ближе всего к вам. И совершать уже действия, исходя из своей ответственности. Потому что то, что там говорят блогеры, мало ли что где кто что сказал. Все равно это ваши деньги, вы за них отвечаете. И если там кто-то что-то сказал, а вы просто слепо будете все это повторять, то ни к чему хорошему это не приведет. У вас должен быть риск-менеджмент, и вы должны все-таки следить за своими деньгами и нести ответственность сами. Ну а за моими действиями вы всегда можете следить на моем телеграм-канале, на моем YouTube-канале. Я все освещаю, также буду говорить, когда буду выходить с рынка. Можете подписаться и также следить, как один из источников информации использовать мои ресурсы. На этом у меня на сегодня все. Надеюсь, ролик вам понравился. Полезную информацию вы получили. Пишите в комментарии все, что вы думаете по этим темам. Сколько вы думаете будет стоить биткоин на хаях, эфир, солана, что вы держите в портфеле. Обязательно все напишите в комментарии, я тоже туда приду, пообщаемся. Подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. А я желаю вам всем профита и до новых встреч!